Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Евгений Мураев на связи прямо сейчас. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Начать наш разговор я, конечно же, не могу не с G7. Причем очень интересно, предшествовала вот этой встрече и поездке Зеленского. Вообще вид у него такой какой-то очень уж... вот он улыбается, не знает, как пройти, как встать. Это все наблюдали мы на протяжении вот визита и общения за круглым столом. Там где-то в перерывчике подсел он на стульчике к Трампу. Вот эти снимки опубликовали, разлетелись. Но интересно, что говорит Зеленский вот по итогам этой встречи. Говорит, смотрите, ПВО будут помогать, зиму обеспечат, давить на Россию будут, конечно же. Сам же Трамп вышел, сказал, мы еще поговорим. Ну, мы с вами после первой встречи беседуем, да, мы еще поговорим, но вообще как бы пора России закончить эту войну. Да и вообще как бы я вернулся, Иран в стороне, вот сейчас встречайте нового миротворца. И очень многие сейчас видят, что после там вчерашнего обстрела Лавры, как это все преподнесли, да, вот сегодня выходит Зеленский и говорит, Швейцария поможет восстановить Лавру, то есть видели все, ну, вот это как бы Зеленского, всяческие попытки, да, вот понравиться, выбить что-то, ну и кажется, у Зеленского, видите, получилось, или это только так кажется? Как вы оцениваете вот эти встречи на полях, ну и на самом заседании саммита Г7 для Зеленского? Саш, ну мы с вами обычно оцениваем содержание, а не форму. Да, все, что вы сейчас перечислили, это как раз форма. Чем это на самом деле ознаменуется, чем это закончится, во что это выльется, мы узнаем спустя небольшое время, но это однозначно доказывает то, что от Соединенных Штатов зависит очень многое. Мы с вами неоднократно говорили, что это и передача разведданных, это и связь, услуги связи, да, с помощью которых, в принципе, наносятся и дальнобойные удары по территории Российской Федерации, по ее объектам инфраструктуры. Соответственно, если вот предположить, что один из этих, да, составных частей военного искусства, да, будет передан на противоборствующей стороне, условно, да, если связь отключат для Украины, передадут ее для России, но мы исключаем такой факт с вами, да, на данном этапе, но если предположить, что такое случится, это изменит статус-кво на поле боя, да, соответственно, и передача систем вооружений, которые Украина сейчас получает при помощи союзников по НАТО, Соединенных Штатов Америки, это тоже обеспечивает, в принципе, возможность противоракетной обороны Украины. Поэтому все на самом деле будет зависеть от того, как Зеленский пообщается, от той концепции и стратегии, которую выберет Трамп и в его лице Соединенные Штаты Америки. В частности, я думаю, что после этой встречи, да, будут достигнуты определенные ключевые решения и действительно, да, учитывая, что наметилось какой-то просвет, хотя еще, ну, я бы не спешил ставить точку, да, в кризисе на Ближнем Востоке, понятно, что больше внимания и необходимости, да, по мере приближения к промежуточным выборам в Конгресс Соединенных Штатов Америки Трамп будет уделять внимание именно украинскому кризису, поскольку он является самым, наверное, сильным с точки зрения потери, разрушений, да, человеческих жизней. И он был ключевым в момент избирательной кампании прихода Трампа в овальный кабинет. Поэтому Зеленский сейчас боится, что конфликт окончится. Да, он всевозможными способами пытается переложить ответственность за его продолжение на Российскую Федерацию и привлечь Штаты в первую очередь не как миротворца, да, а как ту силу, которая вернет финансирование, добавит новых систем вооружения для того, чтобы продолжать удерживать власть украинскому режиму. Здесь же речь идет не о победе Украины в этом конфликте, а о продолжении и консервировании власти Зеленского. Хорошая встреча, да, у Трампа с Зеленским, у Зеленского вот с Мерцем, говорили про оборонную поддержку, помощь, ПВО и так далее, и так далее. Так а что Россия? В России звучит все четко и понятно. С уст Пескова, говорит, хочет встречаться Зеленский, пускай едет в Москву. А на саммит Г7, об этом тоже перед поездкой сообщил Зеленский, что мы приглашали, мол, и Путина туда, чтобы все закончить. Никто, в общем, приглашения не получал в Кремле. А,
Витков и Кушнер вроде как собрались в Москву, об этом там говорит Ушаков, но об этом очень мало информации, потому что они же и в Киев собирались, помните, недавно, но не получилось. Как вы думаете, куда повернет Трампа в сторону все-таки поддержки Украины и вот этих европейских партнеров, или все-таки в сторону России для того, чтобы исполнить вот этот пресловутый дух Анкориджа? Я бы не называл Анкоридж пресловутым. Я бы не думал, что Трамп будет существенно менять политику. Понятно, что помощь Зеленскому и продолжение конфликта с Россией – это конек демократов, учитывая, что, в принципе, они, как правило, по ключевым позициям, я имею в виду республиканцев и демократов, предпочитают в момент избирательной кампании соответствует, да, противоположным взглядам. Я думаю, что он продолжит договариваться, он попытается продать своим избирателям, в первую очередь, ну, свои миротворческие способности, а самое главное, он любит козырять 9-12-значными цифрами, да, соглашения, которые были подписаны, которые будут подписаны с Российской Федерацией после окончания конфликта. Кроме того, мы с вами неоднократно обсуждали, он, безусловно, постарается извлечь максимальную выгоду из окончания конфликта, из сотрудничества с Россией. И здесь видится максимально, наверное, правдоподобным это создание консорциума энергетического по поставке углеводородов в Европейский Союз. Кроме того, мы с вами понимаем, да, что на сегодняшний день мощности перевалки в Европейском Союзе ограничены, и если Ормузский кризис не закончится, или если он еще будет пролонгирован на месяц, а сегодня появилась информация, что многие компании, которые занимаются перевозками, да, углеводородов через Ормузский пролив, восприняли с оптимизмом, но не спешат возобновлять трафик, да, и транзит через пролив, потому что уже неоднократно было заявление об окончании конфликта, о том, что пролив безопасен, а военный конфликт возобновлялся. Плюс надо не убирать и не исключать фактор Израиля, который достаточно суверенную политику проводит. Это обусловлено в первую очередь уголовными делами Нетаньяху, который так же, как и Зеленский, имеет определенный иммунитет, пока является властью, и эта власть как раз дарована войной. И поэтому он пока избегает ответственности, а поэтому под предлогом решения вопросов безопасности и израильского вопроса может возобновить нападение либо в Ливане, либо атаки на Хезболлу, да, для того, чтобы сорвать те договоренности и не выполнить требования Ирана, которые заключаются в первую очередь в том, чтобы военные действия прекратились на всех территориях, включая территории, которые контролируют его прокси. Имеется в виду Хезболла, хуситы и прочие военные формирования, которые, в принципе, да, содержатся, да, или существуют благодаря помощи Ирана. Поэтому я думаю, что на самом деле Трамп, учитывая то, что конфликт затягивается, Европа попадает в глобальную зависимость, попытается выжать из этого максимально экономическую выгоду и будет настаивать на том цейтноте, а на сегодня, да, все хранилища заполнены на рекордно низкий процент по соотношению к предыдущим периодам. И, соответственно, мощности перевалки не хватит, чтобы безопасно пройти зиму, а значит, вполне возможно, если конфликт затянется, придется снимать санкции, давить на Киев для того, чтобы эти санкции можно было снять по окончанию конфликта, да, целиком. Потому что я абсолютно уверен, что на этом будет настаивать Россия и спасать европейцев, имеется в виду европейские элиты, которые крайне враждебные, которые являются двигателем этого конфликта, они явно не будут. Да? То есть это либо будут совокупные общие договоренности, да, включающие снятие санкций не временные, а окончательные, либо, скорее всего, эта сделка не состоится. Поэтому я на это смотрю как на совокупность факторов, которые понимает Трамп, которые он использует для того, чтобы решить сразу несколько задач. Да, это и проблема его выборов, и это коммерческая прибыль, причем не только Соединенных Штатов Америки, но, как я думаю, компаний для него близких. Это поэтому так пышно встречают Трампа,
Мерцем ударит футболочку футбольную с номером 47 и вообще вот такую благостную атмосферу создают. Так у них же ссора по поводу и Ирана, и пошлин, и других вещей. Вообще очень интересно, что вообще эта вся Г7, она как бы о Ближнем Востоке. Там эмир Катара, правда, он там запутался немножко, Трамп, с географией, что сухопутная граница между Катаром и Ираном. Ну, в общем, ладно, бывает, да, это как бы не впервой для Трампа. Подробности. Ну, как опустим, как говорится, это. Но тем не менее, Трамп предстал перед ну, европейцами не как хромая утка, ну, то есть или как не совсем хромая утка, потому что фон и шлейф от него как бы миротворческий и победителя на Ближнем Востоке. И поэтому европейцы себя так ведут по отношению к Трампу. Вот очень интересно вот эта, скажем так, вот нюансировка. Макрон, он четко сказал: зарублю твои шампанское и вина, если не отменишь 3% налога для наших там IT, или, ну, не IT, там таких серьезных компаний технологических. Как вы оцените вот эту Г7, но уже не с позиции там Украины, про Украину сейчас поговорим отдельно и более подробно, а с позиции отношений Трампа и сегодняшних европейских лидеров? Александр, вот все в точности да наоборот. Да, хромой уткой является Макрон, Мерц, и Трамп, даже если сейчас проиграет Палату представителей в Конгрессе, хромой уткой не будет. Да, у него появятся некоторые сложности, возможно, с прохождением некоторых законопроектов и так далее, но у него останется достаточно широкий арсенал и методов, и на самом деле возможностей, которые гарантируют ему баланс власти, да, как институциональному, как институту власти, да, в Соединенных Штатах Америки. А вот полномочия Макрона, да, и срок его правления истекает. На самом деле ситуация у Мерца крайне тяжелая, поскольку такого низкого рейтинга, как у него, не было давно в истории. Да. Сейчас идут выборы, да, в которых АДГ занимает первое место во многих землях. И это на самом деле очень симптоматично. И как бы ни пытались сделать хорошее лицо при плохой игре европейские элиты, да, или европейская власть, все прекрасно понимают, что Европа в первую очередь зависима энергетически, и тот, кто будет ей поставлять энергоресурсы, будет диктовать ей или контролировать будет ее экономику, поскольку мы с вами неоднократно в ваших эфирах говорили о том, что энергетика – это кровь экономики, и в зависимости от стоимости энергоресурсов, да, под эту зависимость, да, попадает огромная группа товаров, можно сказать, все товары, да, и, соответственно, это макрорегулятор, который будет оказывать и влияние и на экономику в целом, и на покупательную способность домохозяйства, а они, соответственно, будут формировать новые политические элиты. И как бы там ни хорохорились ни Мерц, ни Макрон, они видят рейтинги, они видят реальные отношения, они понимают риски, точно так же, как и понимают эти риски глобалисты, и они вынуждены с этим считаться. И все те, кто говорили, что Европа – это благополучная гавань, да, когда мы с вами обсуждали, что они на пороге больших потрясений, в первую очередь экономических, да, это сейчас вот просто проявляется, и это видно, как стагнируют многие отрасли, и это, безусловно, отразится и на социально-политических настроениях уже в ближайшее время. Если попробовать понять и аналитически подойти к вопросу, ну, кошек-мышек, вот этих приглашений встреч с Путиным, то есть я не поеду в Москву, я в это не играю, комментирует Зеленский все происходящее. Вместе с этим предлагает, вот хитрый же план зародился, а давайте-ка мы позовем Путина в США. И вот в США он точно не отвертится и точно со мной встретится. Что вскрывают вот эти разговоры о встрече Зеленского и Путина? Саш, вот как бы не существовала эта формула, да, такая, она больше риторическая, не вопроса об Украине без Украины. Но мы прекрасно понимаем, что чем больше продолжается война, чем в большую зависимость от инвесторов, вернее кредиторов, да, попадает Украина, тем больше она теряет свой суверенитет. И это в первую очередь можно оценить по тем требованиям, которые выставляет взамен, в обмен на следующий транш МВФ и, соответственно, требования, которые зафиксированы в меморандуме о
кредите в 90 миллиардов евро от Европейского Союза. Да, там передача, в том числе правил, да, по назначению руководителей правоохранительных органов, а мы же прекрасно знаем, да, что любая власть держится на штыках. В мирное время это в первую очередь правоохранительная система, потому что с помощью нее всегда можно оказывать давление как на реальный сектор экономики, на бизнесменов, так и на политиков. И передача назначения, да, иностранным экспертам руководителей всех правоохранительных органов будет означать полную зависимость от них. Потому что понятно, что они так же, как НАБУ, САП и ВАКС, будут выполнять политические требования, которые им будут выставлять через этих руководителей, тех, кто их туда привел. Да? Мы же прекрасно понимаем, что все дела, которые в Украине возбуждались именно антикоррупционной американской вертикалью, использовались для давления и даже для лоббирования и продавливания необходимых для Соединенных Штатов законопроектов или решений в целом, и политических, как внешних, так и внутренних. И, соответственно, если сейчас все остальные правоохранительная система перейдет в зависимость от глобального Запада, Украина потеряет полный суверенитет, и еще меньше придется им считаться, да, с тем, что думает президент, парламент или кабинет министров. Поэтому все вот эти встречи, они нужны исключительно для легитимизации тех решений, которые будут приняты совершенно в других кабинетах, в другом круге людей, ну, просто для того, чтобы соблюсти политез. Поэтому я думаю, что заключительная рамка соглашения по Украине уже на столе, да, я думаю, что в рабочих группах дорабатываются многие аспекты, которые не будут предметом открытых договоренностей, да, и мирного соглашения, но мы с вами говорили, да, что это все равно система, вернее, конфликты и цепь тех, череда тех конфликтов, которые сейчас на планете есть и которые еще будут, это механизм давления для принятия решений о создании новой архитектуры коллективной безопасности и распределения сфер интересов между сверхдержавами, да, которые сейчас формируются. Поэтому вот сейчас, когда все эти договоренности будут достигнуты, и одним из аспектов будет в том числе и цена энергоносителей для Европы, я думаю, это основной вопрос, который их сейчас интересует. После этого будут все основные встречи. Они будут нужны только для того, чтобы уже достигнутые договоренности зафиксировать. Так а место Зеленского в этой архитектуре есть и какое оно? Ну вот смотрите, как выглядит картинка. Еще вчера он прыгал по крыше лавры сгоревшей. Причем там же тоже интересен момент. Все вот, поразительно, все видят. Евгений, все видят. То есть нашли уже фотографии, где там специально операторы на здании напротив снимали, как это все красиво лавра горела. Он через 2 часа уже буквально был на месте. И, внимание, все как так переглянулись, украинцы имеется в виду. В этот же день в Харьковской, по-моему, области, или в Полтаве, нет, в Харьковской, да, в Харькове был удар, приехали спасатели, начали гасить. И потом повторный удар, там 4 человек погибло. Тут через 2 часа буквально Зеленский, Свириденко чего-то улыбается, там все на месте событий, ходит, фотографируется, все это снимается, российский дрон, вот таки, поднимается волна позитивных блогеров, геббельсов, то есть, которые поддерживают Зеленского и поддерживают эту волну. Вот это было вчера, да? Параллельно с этим Давженко с дронами, с крыльями, которые попали на кадры, потом быстро удалили, но рукописи не горят. И вот эти все моменты, да, вот это было вчера. А сегодня, смотрите, он за круглым столом с мировыми лидерами. Так а какое место тогда Зеленскому в этой обойме, вот той архитектуре, о которой вы говорите? Саш, помните это выражение «Мавр свое дело сделал, Мавр может умереть». Ту функцию, которая была возложена на Зеленского, она уже исполнена. Еще раз, украинский кризис, он себя изжил. То есть он не выполнил ту задачу, которая на него возлагалась изначально, но он привел к пониманию того, что этот конфликт не будет результативным ни для коллективного Запада, он не сможет ничего добиться, так же, как он, в принципе, бесперспективен в своем предложении и для Российской Федерации. То есть энергию надо будет направить в нужное русло. Поэтому все эти договоренности все равно
будут достигнуты, да, будут достигнуты без него, и Зеленскому придется их ратифицировать, потому что, еще раз говорю, Украина по мере течения конфликта, будучи зависимой страной, еще больше потеряла свой суверенитет, все больше попадая в зависимость от финансирования Запада, от предоставления разведданных, от нахождения себя в этом конфликте, потому что мы воюем за чужие деньги, за чужие интересы, чужим оружием, при помощи чужих специалистов, которые планируют продолжение, да, этого военного конфликта. Поэтому, по сути, Зеленский как начинал играть роль простого учителя, как вы помните в фильме «Слуга народа», так и продолжал играть роль президента, а теперь главкома. Теперь касательно Лавры. Саша, это, конечно, катастрофа. Да? Меня абсолютно не удивляет, что и мы с вами обсуждали, да, что будет еще огромное количество провокаций, которыми опустится эта власть. Несмотря на то, что раскол, да, и захват, для захвата храмов много сделал Петр Порошенко с его идеей Армавира, да, с принятием законом о самоопределении религиозных громад, но, наверное, самым страшным гонителем, да, и руководителем государства, при котором произошло максимальное количество захватов храма, да, больше, чем Зеленский, тяжело себе представить. Да, если мы просто проанализируем, сколько не то что недружественных, да, откровенно враждебных действий и к православным иерархам, и ко всему православию, во-первых, осуществилось во времена правления Зеленского, да, то станет очевидным, что он и есть самый главный гонитель и попиратель, да, православия в нашей стране. Поэтому то, что вы вспомните, что проводилось на самом деле в Лавре, вертепы, эти театрализированные представления, да, какие-то заседания и форумы, то есть то, что вообще никак не сочетается ни с духовной жизнью, ни с тем, что там на самом деле должно происходить, я имею в виду таинство, да, поэтому то, что он вдруг озаботился тем, что что-то куда-то прилетело, вызывает у меня только отторжение, да, и я прекрасно понимаю, что это очередная попытка спекуляции на тщательно организованные провокации. Я не знаю, что послужило реальной причиной возгоранию, да, но это очевидно, что это не прямое попадание дрона, очевидно, что это тем более не прямое попадание ракеты. И я сейчас, тяжело мне, и не хочу даже участвовать в этих спорах, да, что это был умышленный поджог или там сбитие какого-то дрона. Факт остается фактом, да, то есть войну надо заканчивать и надо прекращать эти разрушения, потому что они забирают у нас не только жизни, экономический потенциал, историческую память, да, но и, наверное, духовную основу, которая нам еще очень сильно понадобится для того, чтобы все-таки поставить страну на правильные рельсы. После того, как окончится война, еще очень много всего негативного будет литься, да, и я думаю, что и религия, и вера, да, в том числе, это будет один из аспектов, один из, наверное, неоспоримых ценностей, вокруг которых можно будет объединять людей. Поэтому надо это беречь, тем более, что Киево-Печерская лавра, да, это колыбель православия Руси в целом, да, это на самом деле то, с чего все началось. Поэтому это для нас важно, это важно для всего постсоветского пространства и для всего православия. Ну, смотрите, важно-то важно. Ну, давайте будем тоже откровенны. У Зеленского есть своя церковь, он Варфоломей. Он с ним перед Г7 поговорил, пригласил в Украину, говорит: Варфоломеюшка, приезжай, все вот будет нормально. То есть посмотришь, спасибо там, что там осудил удар по Лавре. Хорошо, что швейцарцы дадут денежку для того, чтобы это все восстановить. Понимаете, тут, мне кажется, глубже история. Непонятно, кто чего хочет на этом этапе войны. Я понимаю, что вы исключительно прагматично, глядя на происходящее, видите и утверждаете, что война иссякает, изживает себя, да, в Украине. Однако, а кто чего хочет? Зеленский с довольным видом буквально позавчера показывает рейтинг Путина. Смотрите, какой упал рейтинг Путина, он доволен. Он сегодня, комментируя там во Франции, в Эвиане, все происходящее, говорит тоже с не менее довольным видом о том, что... Ну, тут противоречие. С одной стороны, там есть элиты, которые шепчут Путину и давят на то, чтобы провести в России мобилизацию, ну, то есть закончить войну военным путем.
но в целом россияне против войны. И сегодня он называет цифру даже 60% россиян против войны. Он уделяет мне как бы время россиянам. Изначально почему началась эта война, многие аналитики называют причину, чтобы сменить режим в Российской Федерации. Ну, то есть скинуть Путина, условно. Причем это открыто декларируется, это красивая формулировка, звучит там стратегическое поражение, все дела, но смена режима, да, чтобы пришли какие-то вот хорошие русские, а не такие, как есть сейчас. И сейчас как бы Зеленский отрабатывает эту историю. Смотрите, мол, там мы ударили по заводу в Капотне в Москве, да, Московской области. Там вот пробки, там россияне ропчут. И как бы демонстрируют, что я справляюсь с вот этой функцией. Это с одной стороны. Вот чего хотят россияне? И второй дополнительный вопрос. Чего хотят украинцы? Сегодня, например, издание «Новое время», которое вчера вот облажалось киностудией Довженко и выставило фотографию с ракурса, где видно, что там не только костюмы сгорели, вот эти, историческую ценность, которую несли. Сегодня опубликовали опрос среди своих как бы подписчиков, читателей, своей аудитории, и так новостью выдали, что 70% украинцев хотят, чтобы Украина отвоевала Крым. То есть эти разговоры о том, что Украина пойдет на Крым и будет его отвоевывать, и украинцы этого хотят, они сейчас переполняют. То есть 60% россиян хотят, чтобы война закончилась, а украинцы хотят назад Крым. А назад как? Понятно, военным путем. Не сочетается все. Вроде как один и тот же центр силы вещает. Что скажете по этому поводу? Саш, мы живем в период постправды. Мы понимаем, что на самом деле формирует ожидания, да, и на самом деле восприятие действительности исключительно средством массовой информации. Причем, как говорила Мендель, да, Зеленский живет постулатом о том, что 1000 голосов важнее, чем реальная ситуация. И мы это сейчас с вами наблюдаем. Да? Во-первых, скажите мне, а кто проводил опрос по поводу 70%? Среди кого он проводился? Каким методом? Я думаю, что люди проголосовали ногами. На сегодня в стране осталась половина. Это означает, что 50% уже не поддерживает войну. Более того, я вам напомню, да, что 70% населения никогда не покидало территорию собственных областей. Зачем им Крым? Извините, я буду говорить цинично, да? 70% в этом Крыму никогда и не было. Он где-то там существует, а учитывая, что Украина утратила контроль над ним 12 лет назад, я думаю, что о Крыме давно забыли. И если бы на самом деле сегодня провести честную социологию, а лучше референдум касательно выполнения условий мирного урегулирования, я думаю, что и отношение украинцев к оставшейся части Донбасса тоже бы многих удивило. По одной простой причине, потому что люди не понимают, за что они теряют годы своей жизни, за что гибнут их дети, мужья. И видя, да, ту фатальную, тотальную коррупцию, которой укутан Зеленский и все его окружение, видя бесперспективность будущего, да, нахождения в Украине и бесперспективность восстановления государственности и нации, они бы, конечно, в первую очередь хотели этот конфликт закончить. Проголосовать за продолжение войны, за новые смерти, за такое же синхронное разрушение внутри страны могут либо только те люди, которых эта война не касается, либо которые на этой войне зарабатывают. Это далеко не 70%. Касательно ожиданий Российской Федерации, да, дорогие мои друзья, все люди хотят мира. Если раньше, да, там в первые годы войны это касалось узкого количества людей, как в Украине, так и в России, да, то сейчас это, наверное, касается почти каждого, потому что кто-то где-то погиб, да, в ближнем или в чуть более отдаленном круге, но так или иначе, чем дольше длится конфликт, тем больше он выполняет ту функцию, которую изначально в него закладывали. Я не думаю, Саш, что речь шла только о смене правящей элите в Российской Федерации. Речь шла в первую очередь о завладении ее ресурсами. Да? То есть необходимо было вернуться к колониальной форме правления, да, и выкачиванию условно углеводородов, да, и других полезных ископаемых, а также получение рынка, да, 150-миллионной страны на выгодные для Запада условия. То есть ресурсы качаем по дешевке, а свой ширпотреб продаем подороже, да, абсолютно закрывая свой рынок для другого
технологичного экспорта из России, то есть сырьевой придаток. Не сильно получилось, но я вас точно уверяю, да, что сейчас все равно кто-то за это должен заплатить. Почему, в общем-то, я думаю, Трамп, понимая, что дальнейшее давление на Россию лишь приблизит ее в объятия Китая, да, естественно, усилит самого главного для Соединенных Штатов геополитического противника, будут стараться извлечь из этого максимальную прибыль и возместить те инвестиции, в кавычках назовем, да, которые администрация Байдена передавала режиму Зеленского на безвозмездной основе, да, надеясь, что украинской армии, да, под управлением военнослужащих НАТО удастся разгромить вооруженные силы Российской Федерации конвенциональным способом на поле боя. Да? Но поскольку это не получилось, теперь каким-то образом надо это все возмещать. Возмещать, еще раз, это можно за счет контроля, да, такой большой экономики, как Европейский Союз. Напомню, что она исчисляется там десятками миллиардов, да, и, соответственно, триллионов, простите, и, соответственно, да, обложив их универсальным налогом в виде поставки дорогих энергоресурсов, да, которые будут поставляться совместно с Российской Федерацией через газопроводы и трубопроводный транспорт, который сейчас выкупают Соединенные Штаты Америки, да, можно возместить все это. Поэтому здесь, Саш, все надо разделить. Интересы государства, интересы правящих элит, интересы людей. У людей простой интерес – накормить детей, отправить мужей на работу, куда-то поехать отдохнуть, если получится, накормить свои семьи. И им не до геополитики, не до больших консорциумов. Да? Всегда у нас люди выживали и научились выживать отдельно от государства. И если вы думаете, что где-то в постсоветском пространстве ситуация другая, я думаю, что вы так не думаете, она ровно такая же. Да, то есть все эти громкие лозунги, какие-то ценности, которые с больших трибун говорят большие политики, они ничего общего с чаяниями обыкновенных домохозяйств и людей не имеют. И никогда не имели. Да? То есть, да, хочется гордиться своей страной, хочется ощущать причастность, что ты живешь в великом государстве, но на быт, обычную жизнь, да, и благополучие, это слабо всегда влияет. Поэтому для людей будущее и война – это антонимы, а не синонимы. И все то, что вот сейчас там социологи, да, или пресса говорит, это, скорее всего, просто формирование той политики, да, которая выстраивается вокруг желаний власти, поскольку они контролируют и медиа, и социологические группы. Поэтому, Саша, я думаю, что все мы, я имею в виду и украинцы, и русские, да, хотим мира. Если бы у нас была возможность, да, и если бы была возможность выразить это на референдуме, мы бы получили однозначный ответ. Но а политикам нужно сохранять власть. И им нужно, да, выдвигать какие-то условия, формировать ожидания и выглядеть в глазах своего народа победителями, чтобы потом побеждать на выборах и пролонгировать свой иммунитет, да, защищать свои доходы, да, и, по сути, формировать свою безопасность. Очень интересное интервью Лукашенко было. Там буквально 3 момента хочу, чтобы вы прокомментировали. Момент первый о том, что то, что все украинские там каналы, СМИ понесли, Лукашенко извинился перед Зеленским. Правда, сделал это так с хитринкой, употребив интересное выражение: как поют, так и отпевают. И признал, что да, я, может, не имел права так резко в ответ на угрозы отвечать. Все-таки он воюет, человек, мало опыта, все как бы на эмоциях. Я извиняюсь, если так обидел. Но как поют, так и отпевают. И, понятно, он комментирует, что, в общем, сил нет физически как бы идти и наступать на Беларусь у вооруженных сил Украины. Понятное дело, это никто делать не будет, но вот дронами, конечно, доставят неприятностей. И очень интересный момент. Говорит, что еврейское лобби и Ватикан надули Путина. Это не цитата недословная, но смысл примерно такой же. Когда все началось, все думали, Россия быстро победит, и поэтому, скажем так, никто не верил в то, что что-то возможно, но еврейское лобби и Ватикан как бы обустроили нечто, что, в общем-то, россиян увело, конечно, кровопролитные бои, увело их, собственно, из-под Киева, и это все в корне все изменило, потому что именно эти два актора, фигуранты многих конспирологий, по мнению Лукашенко, убедили Путина в том, что Украина на все согласна.
И, соответственно, Стамбул был бы, и, в принципе, да, вот это вот 22 год, отделались бы там все легким испугом, малой кровью, но, в общем, быстро все переформатировали и жили бы сейчас в мире. Что скажете по поводу этих вещей, которые говорит Лукашенко, насчет своих отношений с Зеленским, ну и, конечно же, вот этой глобальной шахматной доски? Мне кажется, он это сказал не просто так. Ну, ни для кого не секрет, что я испытываю, да, симпатию к Александру Григорьевичу, именно его позиции, да, его умением работать в интересах белорусов. То есть я многократно говорил, да, я сторонник командно-административной системы, я понимаю ее эффективность лишний раз в Китае, я в этом убеждаюсь, и Беларусь, наверное, тому один из ярких примеров. Кроме того, да, он удивительно выживаем, он умеет, скажем так, любой... Помните этот фильм замечательный «ДМБ»? Мы сейчас твой позорный недуг в подвиг определим, да? В химвойска пойдешь. Вот он умеет из любой ситуации найти выход. Он умеет, да, дипломатическим путем решать вопросы Беларуси. Обратите внимание, она первая, с которой снимают санкции Соединенные Штаты Америки. Да, он умудряется выступать коммуникативной площадкой, в том числе между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Всегда это обращает на пользу, да, для собственного народа. Ну и мне нравится его чувство юмора. Конечно, так откровенно, ну, поддергивать Зеленского, но извиняясь, унижать, да, и ставить на место. Это, наверное, даже не унижение, это постановка на место, да. То есть сейчас, конечно, за каждое слово пытаются пропагандисты всех сторон и мастей хвататься, интерпретировать это на выгоду, да, своей идеологемы, которую продвигает в той или иной стране за ту или иную военную или политическую силу, но факт остается фактом, да. На самом деле, ну, Лукашенко прав во многом, и вот в этих пассажах, да, когда он вроде бы и делает комплименты, он говорит ключевые вещи, которые проливают свет на события, которые происходили и которые, да, ну как бы не принято говорить, потому что либо считаются конспирологией, либо проливают свет на реальные события. Что он сказал? Он сказал, что и Ватикан, и израильское лобби, да, уговорили Путина, надули, вы имели в виду не возвысили, да, а обманули Путина, заставили его отступить или пойти на компромисс, да, отвести войска от Киева, и, соответственно, из-за этого конфликт продолжается так долго. То есть, если бы войска не отводили, то и конфликт закончился бы скорее, быстрее, ну, скорее всего, быстрее. Безусловно, мы все понимаем, да, что захват столицы или блокада столицы, да, это всегда одна из, ну, из основных целей, когда ведутся военные действия. И поэтому отвод оттуда российских войск, безусловно, эту ситуацию усугубил, да, и позволил потом перейти Украине в контрнаступление, и что Путин поверил увещеваниям кого? Ну, кто такой Ватикан, да? Ну, если понимать, да, что это, в принципе, центр католической веры, если вы все слышали о Банке Ватикана, то можно так вот, если взять, упростить, сказать, что это вот так называемое old money, да, то есть это деньги династии, это деньги старой банковской системы. И когда он говорит о еврейском лобби, то мы предполагаем, да, что это все те же пресловутые Ротшильды, Рокфеллеры, да, Барухи и все остальные, кто всем известен, но все вот это вот относится якобы к конспирологическим теориям. Но мы прекрасно понимаем, что так или иначе миром движут интересы. Интересы – это, если упрощенно говорить, деньги, а большие деньги, да, это сфера, вернее, инструмент влияния. То есть тот, кто обладает большими капиталами, влияет на многие процессы, да, на политиков, на средства массовой информации. То есть так или иначе обладают средством формирования мнения, ожидания, влияния, а значит давления. То есть это действительно силы, которые могут совершать, да, ну вот кто финансировал, мы же много раз слышали, да, что, допустим, Ротшильды, да, финансировали всегда две стороны конфликтов, да, что семья Ротшильдов была разделена между там швейцарцами, французами, австрийцами, да, и каждый в свою очередь финансировал кто-то Гитлера, кто-то там Советский Союз, кто-то другие страны. Мы же это слышали много раз, да, то есть зарабатывай, когда льется кровь, это известный лозунг. Поэтому
эти кланы, да, эти большие капиталы, банкиры, да, они всегда зарабатывали на конфликтах. И, соответственно, то, что сейчас говорит Лукашенко, но лишний раз подтверждает, да, кто заинтересован в старом миропорядке, в системе глобализации, да, в глобальном проекте и, соответственно, в финансировании войн и их течений на планете Земля. Поэтому ничего нового он не сказал, да, он сказал это, как всегда, аккуратно и обрамил, да, тоже говоря совершенно на другую тему. Друзья мои, еще раз, вот мы тут в предыдущем вопросе Александра обсуждали, да, какая была задача у этой войны, да, там, смещение власти в Российской Федерации. Но на самом деле, если посмотреть глобально, то украинский конфликт, да, это тот конфликт, который еще долгое время будет рубцом на отношениях между двумя когда-то братскими народами. Это конфликт, который разделил сближающуюся Россию и Европейский Союз. Да? Вы помните, насколько теплые отношения были между Путиным, Олландом, Меркель, да, и как они одновременно все покинули политический небосвод, и на их место пришли ястребы, которые стали, как говорит Зеленский, союзниками, а на самом деле кредиторами Украины, которые буквально ввергли ее в эту войну, сделали из нее дрон камикадзе, задача которых ценой собственной жизни, благополучия нанести максимальный ущерб Российской Федерации, испортить устанавливающиеся экономические и дипломатические отношения с Европейским Союзом, чтобы предотвратить проект большой Европы, который о котором говорил Деголь, да, от Владивостока до Лиссабона. Об этом на самом деле часто говорил и президент Российской Федерации, если вы помните. И я думаю, что на самом деле в ходе этой безрезультатной войны к этому проекту все равно придется вернуться, но уже весьма ослабленными сначала ковидом, я имею в виду сейчас наш материк в целом, да, вы помните, насколько ковид просела экономика Европейского Союза, а теперь еще и войной, энергетическим и экономическим кризисом, который, безусловно, накроет Европу. Зачем это нужно? Ну, это нужно для того, чтобы создать, да, реальную силу, которая может противостоять Китаю в Евразии. Кто в этом заинтересован? Соединенные Штаты. Кто за этим может стоять? Все те же old money, все тоже еврейское лобби. Поэтому все в мире взаимосвязано, у него есть заинтересанты, да, и есть проводники той или иной геополитической стратегии. Трамп пришел на совершенно другой волне, потому что его окружают такие люди, как Маск, Цукерберг, да, и все остальные. Это неотехнократы, это, по сути, люди, которые видят совершенно другую технологическую модель. Она не строится на банковской системе, да, она сейчас основана на новых технологиях, на искусственном интеллекте, на новом перераспределении благ. И это столкновение двух совершенно разных концепций, да, и кто в них победит, мы уже увидим в ближайшее время. Поэтому все остальное, что происходит в виде войны, противостояния государств, это часть формирования новой архитектуры, мирового порядка, нового многополярного мира, да, о котором все говорят, потому что там совершенно другие приоритеты и интересы. Получается, что Зеленский, если так сделать вывод, пока промежуточный, ну, в принципе, он, наверное, подтвердится позже, на этой встрече все обставлял до встречи, на самой встрече. Так что, мол, давайте-ка еще немножко нам времени, вот смотрите, как мы бьем по России, мы там бьем по нефтянке, мы вот сейчас еще в наступление пойдем, а вот тогда, вот еще немножко, вот тогда вот давайте садиться, и тогда у нас будут более сильные позиции на переговорах. Ну, вовсю же гуляют там планы там, отрезать Крым, мост подбить, мосты через Чонгар вот это лупят в последнее время, атакуют фуры и так далее. Сегодня, кстати, очень интересная появилась информация, причем от украинской стороны. Советник Федорова, флеш, который по рэбу показал видео, как уничтожается система, которая способна так, на периметре в квадрате 20 километров, да, закрывать спутники сигналы Starlink.
Она сама по себе громоздкая, ее хорошо видно, и поэтому показали, как ее поразили. Но то, что эта система уже привезли, испытывается, ну, это как бы о многом говорить. Ну, говорит прежде всего о том, что Россия приняла вызов вот в этой технологичной войне, и дальше будет, так сказать, вот это все, скажем, продолжать. Отвечать на беспилотники, защищаться от беспилотников, которые с искусственным интеллектом, вводить свои терминалы а-ля Starlink, да, или там противодействие терминалам Starlink. Получается, что время как бы пытается Зеленский растянуть со своими партнерами в кавычках. Причем интересно, что он говорит: Россия, у нас была плохая зима. Если вот там до зимы ничего не получится, ну тогда и у вас будет нелегкая зима. То есть вот он фактически повторяет вот эту историю. Помните, если нет света и тепла в Киеве, значит не будет и в Москве. Тогда это очень громко прозвучало, а украинцы просто там страдали, были жуткие отключения и все. То есть он закручивает дальше этот штопор эскалации. Ввиду этого, если попробовать сложить определенный прогноз для украинцев, которые сейчас, ну, как бы вот ожидают все равно мира, да, и какого-то завершения. Все видят. Есть у меня инсайды, кстати, с офиса президента или там околоофисной. Там вот люди, которые там работают, они просто уже, ну, знаете, как говорили раньше, на измене. На измене. Потому что они вот не понимают уже, господи, ну сейчас, короче, эта власть, она вот внутри, там все очень хлипко. Все уже как бы ищут, куда податься, а податься особо некуда. То есть нет выхода для них, для их там личных карьер. Но это такой инсайт, понятное дело, что это одна баба сказала. Ну, есть такое, скажем так, настроение. Так если они так на измене, те, которые сейчас у руля, те, которые сейчас при дворе, то а простым смертным, что бы вы сказали? Саш, вот меня всегда, знаете, поражал. Ну вот смотрите, то, что Зеленский живет в старой повестке, ну, как это, старую собаку новым фокусом не научишь, да, это очевидно. То есть он продавал глобалистам возможность нанесения России максимального ущерба. И он продолжает этим торговать. И то, что Украина с коллективным Западом вместе начинает достигать определенных успехов, мы с вами обсуждали еще год назад, потому что на становление ВПК, да, на открытие новых производств необходим определенный промежуток времени, да, там, приблизительно 3-3,5 года. И вот сейчас те предприятия, которые закладывались в начале конфликта, начинают функционировать уже на полную мощность и, соответственно, производить достаточное средств поражения для того, чтобы преодолевать систему противовоздушной обороны Российской Федерации. Ну, она полностью просто перегружается и, соответственно, проникают на территорию и поражают, да, объекты критичной инфраструктуры, дроны, которые производятся и в Украине, и во всех странах по периметру. И тот удар, о котором вы говорили, о Довженко, да, он лишний раз показывает, насколько децентрализовано производство, вернее, сборка этих дронов в Украине. Если вы там обратите внимание на той фотографии, которую вы упомянули, что она потом пропала со всех изданий, видно штабелированные крылья. Да? То есть они даже поставляются пакетом, который производится где-то в Болгарии, в Словакии, в Чехии, где-то в соседних государствах. И только отверточным образом, еще раз повторю, на тысячах предприятий в Украине собираются. Поэтому, если мы смотрим на ситуацию, я почему говорю, что конфликт закончится. Я не часто артикулирую эти вещи, но давайте говорить, смотрите, танго – это танец, это для двоих. Да? То есть надо смотреть всегда на выгоду, невыгоду и на системообразующие вещи для всех в этом процессе. Да? Что выгодно Европе, что выгодно Соединенным Штатам, что выгодно России, что выгодно Украине. Я не считаю, что там блэкаут в России как-то облегчит блэкаут нашим гражданам в Украине. И те способны это устроить. Если там кто-то говорит, что невозможно, да, в России погасить энергосистему, но это же неправда.
но это точно такие же подстанции, это такие же генерации. И сейчас системные удары по нефтеперерабатывающим заводам это лишний раз подтверждает. Да? То есть, если будет принято стратегическое решение, опять-таки, оно же принимается не в Украине в первую очередь, да, а учитывая, что наведение, связь, сопровождение, прицеливание, да, целеуказания осуществляется при помощи спутниковой системы стран НАТО, да, то мы понимаем, что, по сути, они управляют эскалацией, и они выбирают цели для тех дронов, которые они же для Украины и производят. Поэтому тут вопрос, куда пойдет развиваться конфликт и каким асимметричным будет ответ России. Потому что симметрично в Украине уже выбивать просто нечего. То есть, если у России там десятки нефтеперерабатывающих заводов, да, в Украине их просто не осталось, да, то есть сейчас есть самогонные аппараты, да, которые в маленьком количестве там осуществляют переработку, работают под черным флагом, и власти закрывают на это глаза, потому что каким-то образом надо решать проблему топливного кризиса, да, ну плюс за счет импорта этот вопрос решается, но Россия будет терпеть до определенного момента, то есть порог боли. Друзья мои, это надо четко понимать. У России есть один аргумент, который я постоянно не хочу артикулировать. Так вот, когда они будут чувствовать, что угроза перерастает и становится экзистенциальной, в первую очередь, для существования власти и государства, да, а экономическая ситуация в стране, да, энергетический кризис, там, экспортный потенциал страны – это экзистенциальная угроза, потому что она однозначно повлияет на внутриполитические отношения, на рейтинг власти, на ситуацию, да, может спровоцировать какие-то... Я не верю, честно, в бунты, но у меня много знакомых, я понимаю и чувствую, да, там ситуацию, которая есть в России, понимая, что отсутствует напрочь, да, по сути, какая-нибудь оппозиционная реальная сила, которая может возглавить какие-то движения, то есть, как это... Революционной ситуации нет, но угроза, чем больше будет становиться угрозой существования, да, и власти, и государства, тем больше шансов того, что мы получим асимметричный, несопоставимый с дальнейшим существованием нашего государства ответ. И вот зачем нам это надо? И зачем это надо России? И зачем это надо украинскому народу? Я понимаю, зачем это надо Зеленскому. У него задача такая стоит. Но зачем это всем нам, я до сих пор ясности не имею. Поэтому я понимаю, что все будут делать все возможное, чтобы закруглить этот конфликт, при том, что Соединенные Штаты на это согласны. Еще раз. Вот Зеленский – это порождение глобалистов, такое же, как Макрон, Шольц и все остальное, Мерц, вернее, и все остальное. Да? Трамп – это совершенно новая американская элита, да? Это, скорее всего, революционное, да, состояние, которое бросает вызов старым элитам, в том числе и европейским. И вот все процессы, которые происходят, они сейчас качнутся либо в одну, либо во вторую сторону. Но качнутся в сторону старых элит, да, и продолжения конфликта России против европейской части НАТО будет чревато, скорее всего, ядерным ответом. Причем они не будут ждать блэкаута, они будут ждать, когда рухнет экономическая ситуация в стране. Поэтому, друзья мои, мы в первую очередь в этом не заинтересованы. И я думаю, что в этом не заинтересованы по большому счету и европейские элиты, которые понимают, что эта эскалация уже не имеет выходит за рамки управляемого процесса и, соответственно, может оказать фатальное влияние, в том числе и на саму европейскую элиту, да, и на европейские государства, потому что после того, как этот ящик Пандоры будет открыт, непонятно, чем это дальше будет закончиться. Чем это может закончиться. Я думаю, это никто до конца не понимает. Существует масса сценариев, их просчитывают, но думаю, что все, пытаясь, да, нанести максимальный ущерб противоположной стороне, искренне не хотят, да, чтобы этот аргумент был использован. Поэтому я думаю, что все равно все закончится. Неважно чем, да, это не вопрос границ, Саша, и не вопрос там, где пройдет линия соприкосновения. Я допускаю, что может быть еще ряд компромиссов, на которые может пойти и Россия, и Украина под давлением Соединенных Штатов, да, и понимая
что на данном этапе, да, это лучший вариант, потому что чем бы ни закончилась эта война, вот эта итерация, да, конфликт не заканчивается. И основные вызовы, на самом деле, у Украины начнутся, как только этот конфликт закончится. Зеленский же четко понимает, что его власть держится на штыках, на войне, на страхе и на деньгах, которые вливаются в эту войну. Представьте, что завтра война закончится, но давайте с вами даже представим простую ситуацию. Вот завтра Россия берет и говорит, хорошо, линия соприкосновения, вот там, где стоим, заканчиваем конфликт, и она действительно заканчивается. У нас отсутствует энергетика, у нас отсутствует промышленность, у нас нет половины населения, закончится военное положение, еще несколько миллионов выйдет из страны, у нас колоссальный государственный долг, то есть и полный диктат глобального Запада, да, любых решений во внутренней и во внешней политике. А что будет с Украиной? Вот что будет с ней дальше? Я вам могу точно сказать, что это будет экономический коллапс. То есть, если у нас не появится совершенно новая модель, да, если не зайдут крупные инвестиции, а Европа в этом не заинтересована, она уже максимум отжала из Украины. Да, то есть, она забрала людей, она забрала ресурсы, она повесила непомерные долги. Управляя этим долгом, она выдвигает требования, потому что даже обслуживание государственного долга после окончания конфликта будет больше, наверное, чем половина украинского бюджета. А значит, каждый новый транш, то есть это жизнь наркомана. То есть мы будем брать следующий транш, чтобы закрыть предыдущий. То есть вот это окончание войны, оно просто фатально. И на сегодняшний день, обратите внимание, никто не ведет дискуссию, как мы будем выживать после нее. Потому что все заняты каким-то эфемерной, да, там, вернем Крым. Друзья, вернем Крым, что мы с ним делать будем? Он тоже был всю жизнь, как уверял Яценюк, дотационный. Каким образом мы будем содержать еще и эту территорию, восстанавливать ее, да, после того разрушения, после уничтожения Северо-Крымского канала, да, там и всего остального. То есть, друзья, вдумайтесь в эту ситуацию. Еще раз, я говорю, конфликт закончится, но все остальные испытания начнутся сразу после него. И все вот эти вот бумы, да, там строительство новых дорог, которые сейчас все наблюдают в Киеве, там восстановление инфраструктуры, какие-то там сумасшедшие деньги, подорожание квартир, это все обусловлено действием фондов, вливания денег в военные предприятия, которые мгновенно остановятся по окончанию конфликта. Вот вы знаете, Поэтому... вот вы так говорите, а все равно кажется, что Трамп играет вот по углам, как в пинг-понге, да? Вот он сидит с Бен Сальманом, кажется, сидит и говорит о том, что смотрите, нефть, Ормуз-то открывается, нефть-то течет. Скоро мы опять введем санкции против российской нефти. Получается, что тут же тоже очень интересный момент, да, вот как завершать войну. Вот хорошо, вы описали историю там в Украине. Так и в России санкции, что кто-то снимет? Мы видим эту риторику. Не факт, да. Там северные потоки и так далее восстановить нет. Там авиасообщение, банковский сектор тоже. Получается, что как раз-таки за это сейчас тоже идет война, за будущий мир. Кто выиграет будущий мир? Кто для себя выиграет лучше будущие условия? И тут шансы оценить, по-моему, можно достаточно четко. Саш, вы правы, Трамп играет. Во-первых, Трамп бизнесмен. Во-вторых, он достаточно одиозен. В-третьих, мы прекрасно понимаем, что на всех колебаниях и на инсайдах он зарабатывает колоссальные деньги. И об этом говорят прямо. И это ни для кого не секрет. И мы видим ставки, фьючерсы, да, накануне принятия каких-то решений или глобальных заявлений, или новых атак, или наоборот объявления о скоро наступящем мире открытия пролива, да, как кто-то ставит и зарабатывает колоссальные миллионы и миллиарды. Кроме того, он руководитель сверхдержавы, да, глобальной, которая является огромной страной, четвертью, да, экономики мира. И, естественно, он будет выторговывать для себя лучшие условия. Но мы с вами неоднократно обсуждали, если бесконечно загонять Россию в угол, да, у России есть аргумент последнего дня. Это раз. Второе, Россия будет все ближе и ближе сближаться с Китаем, который на самом деле по экономике сопоставим с Соединенными Штатами. И
ядерный паритет России полностью нивелирует ядерное превосходство со стороны Соединенных Штатов Америки, если это будет в содружестве с Китаем. Мы прекрасно видим, да, насколько растет ВПК Китайской Народной Республики, растет флот. Китай уже, наверное, в 2027 году превзойдет хваленый флот Соединенных Штатов Америки, они об этом знают. И Трамп об этом неоднократно говорил и обвинял, если вы вспомните, во время избирательной кампании Байдена в том, что он буквально толкнул Путина в объятия Цзиньпиня. И вы, если вспомните, да, все лозунги, постулаты, на которых Трамп шел к власти, говорили о его, на самом деле, стратегических приоритетах и приоритетах людей, которые его окружают. Ведь если мы помним, да, была принята новая стратегия национальной безопасности США, где на 33 страницах были отрежены все новые приоритеты и та политика, которую будут вести республиканцы, будет вести Трамп, Рубио, Джей Венс, не знаю, кто будет его преемником, да, кто будет выступать дальнейшим кандидатом от республиканцев, не столь важно. Но приоритеты обозначены. То есть Соединенные Штаты, получив контроль над определенными ресурсами, да, собираются сосредоточиться на своем полушарии и, соответственно, развиваться в этом ключе, претендуя там на Гренландию. Это, кстати, идеологиями, наверное, уже 80 лет. Еще, кстати, дед Маска, да, пропагандировал вот это вот объединение, и Трамп ничего нового не придумал. То есть скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Чем будет заниматься Трамп, совершенно понятно. Поэтому говорить о том, что Трамп сейчас куда-то перекрасится, поменяет приоритеты, начнет играть против Российской Федерации, да, в угоду Зеленскому. Друзья мои, вот, к сожалению, надо признать, да, что Украина не является субъектной, как кому-то нравится или нет. Она не является пупом земли, да, и наше с вами благополучие вообще не интересует американцев от слова совсем. То есть ситуация на Ближнем Востоке, да, ситуация в Израиле с сектором Газа для них гораздо более болезненна, чем ситуация в Украине. Да. Еще на начало конфликта только каждый шестой гипотетически знал, где находится Украина, на каком материке. Поэтому думать о том, что вот на нас свет клина сошелся, потому что мы украинцы, мы Украина, мы там какие-то ценности защищаем. Это глупо, это лозунги. И надо понимать, что мир устроен по-другому. И что Трамп будет руководствоваться в первую очередь коммерческими интересами и геополитическими интересами своего государства. И что они точно так же расчихаются, да, с Украиной, как сделали это в Афганистане. Просто сядут и улетят в момент, когда посчитают, что миссия выполнена, и оставаться и продолжать конфликт не имеет никакого смысла. Ровным счетом, как они сделали, когда Трамп вошел в овальный кабинет, да, прекратив всяческую помощь. Я вам еще больше скажу. Очередной раз, да, у него достаточно инструментов давления на Европейский Союз. Просто не наступило еще время, пока он не стукнул кулаком по столу и не сказал, да, вышли из этого конфликта, перестали помогать, сократили помощь или перестали продавать оружие. Ведь он может ограничить продажу оружия там, под предлогом нужд Пентагона, да. Маск может сказать, что другие приоритеты, отключить связь и так далее и тому подобное. Мы просто ходим по кругу, но я пытаюсь это каждый раз объяснить гражданам, да, Украины, чтобы они понимали, что, к сожалению, на нас свет клином не сошелся. Америка может поменять стратегию в любую секунду. Европа может точно так же отвернуться. Зима будет действительно тяжелая, если продолжится конфликт. И если Зеленскому и его сотоварищам, да, которые сейчас производят все больше и больше дронов, да, я не помню, как зовут этого депутата от «Слуги народа», девочка, да, которая, забыл ее фамилию, ее пророчили еще в президенты, якобы Соединенные Штаты ее растят, она с критикой выступает, да, она говорила, что Арахамия один из совладельцев, да, крупных производств дронов, которые вот сейчас летят. Мы понимаем, зачем им война, нам она зачем? То есть, еще раз говорю, усиление эскалации, да, нанесение большего ущерба, который Россия посчитает критичным, для Украины может быть крайне чреватым. И нам потом с этим придется справляться. Еще раз, любое заражение нашей земли, да, поставит под вопрос еще и сельское хозяйство. Я просто хочу, чтобы это не уходило из головы. Так или иначе, и Зеленский, и те, кто выстраивают вот
инструменты внешнего управления в нашей стране, надеяться, что они каким-то образом сохранят в ней влияние. Влиять можно только на вас. Если вы будете говорить этому решительное «нет», если вы будете понимать, что на самом деле происходит, если они это будут замерять и будут понимать, что не работает, это все закончится быстрее. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Спасибо вам за внимание. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся. Мира всем.